Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим очень занимательный бой на 10 уровне, бой на большое количество урона, на не самом популярном танке, то есть это новые американские Йохи, которые были добавлены несколько обновлений назад. Карта у нас линия Маннергейма. Изначально игрок выбирает движение налево с нижнего респауна, то есть он едет не в стандартную ТТ-позицию направо, как многие едут сливаться, он едет сразу же налево при большой поддержке союзников. Говоря о танке, он выглядит, конечно, немного космическим, немного несуразным, но в этом бою игрок выбрал из двух орудий 105 миллиметровую пушку с хорошим пробитием и неплохим ДПМом. Как видим, мы едем при немалой поддержке наших союзников. Вражеский Т-49 пытается занять балкон, но у него ничего не получится, поскольку наш 49-ка уже заезжает и перекрывает его позицию. Игрок не спешит размениваться, смотрит, может ли он проехать спокойно без потери ХП. Осторожничает, никуда не торопится. Есть засвет, ловит, это от 49-ки. Старается дать выстрел по MX-30, но не получается. Прокатывается дальше. Вражеская 49-ка уже в простреле. Получается дать первый урон. Прокатывает дальше уже на фланг вражеский. Здесь много противников. Сходу пытается прокинуть по MX-30, но ничего у него не получается. Подкатывается к склону. Несколько противников. Пробует снова дать в MX-30, но не попадает. Дает по СТРВшке. Здесь серьезный противник Яга. У него был заряжен подкалибр, меняет на кумулятив, потому что под калибром Ягу он не возьмет в рубку. На кумулятивах будет попроще. Подъезжают союзники. Светится ТС-5. Аккуратно сводится, забрасывает ей ВЛД. Кумулятивом там без проблем можно пробивать. Еще один выстрел дает в ТС-5. Видим, что ТС-5 абсолютно не рад такому повороту событий. Отправляется в ангар искать новый бой. Дальше светится у нас Супер Першинг. Пробрасывает блайндом. Не факт, что попадает. Проезжает дальше на Ягу. Яга перестреливается с нашим 430У. Игрок не знает, в КД Яга или нет. Прокатывается просто на скорости. Яга стреляет, не попадает. Мы заходим Яге в фланг. Еще один выстрел. Уже 2224 урона. Все идет максимально неплохо. Наши союзники на фланге в стандартной ТТ-позиции все как обычно слили. И возвращаться времени абсолютно нету. Нужно давить дальше. Здесь перед нами находятся два противника. Один из них Супер Першинг, вторая ПТшка французская CDA 105. Даем по першингу. По ПТшке. Добираем ПТ. Нужно добирать теперь Супер Першинг. У нас уже два фрага. 3309 урона. Отправляем точным выстрелом персик в ангар. 3,5. Едем дальше. Прямо по нам стреляет АМХ-30, с которым мы пулялись в начале боя. Игрок понимает, что идти в лобовую атаку на него смысла нет, берет немного левее для того, чтобы обойти его и играть в рельефе, потому что башня у этого танка крайне бронирована, и пробить ее такому танку, как АМХ-30, будет просто невозможно. Сходу пытается попасть, но, к сожалению, не попадает. Останавливается, сводится, дает выстрел наверняка. 342 урона. Прокатывается дальше. Снова не попадает сходу. Сегодня ему не везет на такие прям выстрелы в движении. Сближается с АМХ-30 и точным выстрелом в борт добирает его. Есть понимание того, что противники будут возвращаться на склон. Ехать впрямую нет смысла, поэтому игрок будет стараться оббежать левее, чтобы приблизиться к ним и набрасывать с фланга. Пытается отсветить от куста сразу. Видит француза и берет левее. Меняет снова же снаряды на кумулятивные. Их всего осталось 8 штук, не так уж и много. Светится кранвагон. Дает в борт кранвагону. Откатывается назад. Кран на него не смотрит.
Дает безнаказанно еще один выстрел. Абсолютно непонятно, что в этой ситуации делает кран. Получает третий выстрел. Просто стоит бортом к потенциальному танку, который дает по нему урон. Здесь СТБшка также получает. Без каких-либо проблем, безнаказанно наш игрок начинает разматывать, уже разминать оставшиеся силы противника. Счет у нас 8-8. Один танк наш стоит на захвате. Противники пытаются сбить захват. В маску не пробиваем француза. Там, видимо, что-то из касок французских сделано, раз нет такой возможности пробить. Стреляет наверняка, сводится, пробивает 405 урона. У нашего героя сегодняшнего уже 4 фрага, 6500 урона. Пытается пробросить по чеху. Снова не везет с попаданиями, откатывается немного назад. И противники начинают выкатываться на нашего сегодняшнего героя. Сразу получает француз, катится. Добирает француза наш сегодняшний герой. Следующий на очереди кран. Не пробивает кран, попадает в ЛД, уходит выстрел. Но благо на помощь приходит союзник, прямо в тот момент, когда он был так нужен. СТБшка катится за двумя уже дымящимися танками. Еще один выстрел по СТБ. СТБшка нас также пробивает. Но союзник снова выручает, не позволяя вражине пробить наш танк. Игрок нагло начинает выкатываться уже на чеха. Идет в клинч. 5 фрагов, 7000, уже 8000 урона. Стреляются в ближнем бою. 2 выстрела он дал нашему герою сегодняшнему, и у него остается 48 хпшек. Союзники вовремя подъезжают, добирают чеха. И остается всего 2 танка противника. Это Т-95 и М103. Наши союзники смогли удержать прорыв противника с фланга, поскольку много наших танков уехало в начале боя, как я уже сказал, на левую сторону. М103 стоит спиной, можно безнаказанно разбирать его в корму. Еще один выстрел. 9610 урона. Надеюсь, ребята, вам бой понравился. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.